This is not a usual morning in the office. Today we are drinking our morning coffee with a guest. Ladies and gentlemen, we have the great pleasure and honor to have with us Mr. Genrich Erdmann from Russia. Genrich, good morning and Happy New Year. Good morning. Good morning. We know that Happy New Year. in Russia today it's Christmas Eve and you are with the family. So we would like to thank you for your time. Yes. In Russian, this is Genrich. big holidays in Russia, and I'm very happy. This is a great moment for me talking with you. I love you, and I love Ler and partners from Greece. This is a good moment for me and my family preparing for our celebrated, and our partners will come to our home. And but I love Ler, and I can talking about Ler every time. Any time of the day and every day. Yes. And Yes. for us, it's very nice opportunity to meet you here and be online and have coffee. It's a great pleasure, believe me, Genrich, because we met you first time in Jordan, and it was very nice experience. And thank you very much for being here. Yes, thank you. So we met you and Marina in 2012, 2 years ago, and by that time you were already qualified platinum organization leaders. Recently, in 2014, you were awarded with the title of LR Presidents. So this is a huge success. This is amazing, and our partners would love to know how you did it. What is your point of view about the business, and in the bottom line, what is your business culture? So let's take things from the very beginning and start with the why you have chosen to be involved in the MLM industry. And please, you can talk in us in Russia so you can feel more comfortable, and we will translate everything, no problem for the people. Just speak like you are more comfortable. Okay, thank you. Мы пришли в компанию LR 3,5 года назад, и к этому моменту мы занимались уже бизнесом, и мы были недовольны тем, как складывается наш бизнес. Первое, что отсутствовало в нашей жизни, это свобода. У нас не было времени для того, чтобы посвящать его любимым делам. У меня не было времени для того, чтобы общаться достаточно с детьми. У меня не было возможности заниматься своими хобби, общаться с друзьями, потому что я был постоянно в процессе зарабатывания денег и решения большого количества проблем в традиционном бизнесе. Иногда мы зарабатывали деньги, иногда мы не зарабатывали. И вот это отсутствие стабильности, отсутствие большой возможности, отсутствие свободы, это заставило нас искать вокруг какие-либо предложения. Когда мне было 20 лет, я занимался уже бизнесом в MLM-индустрии, и в течение 5 лет я не видел такой компании, как LR, и поэтому я не увидел в этой индустрии, я не увидел в MLM-индустрии большого шанса для себя. Но затем, когда я увидел компанию LR, я понял, что это то, чего мы ждали всю жизнь, что это наш огромный шанс, что это именно та компания, которая поможет и нам осуществить свои мечты и помочь решить большое количество трудностей людям вокруг нас. Поэтому, когда мы стартовали в этом бизнесе, мы принялись работать, и в течение этих 3,5 лет мы работали очень усердно каждый день для того, чтобы выйти на эту квалификацию. В
Конечно же, если вы хотите развиваться в какой-либо области, вам придется по-прежнему вкладывать очень много времени. Но чем больше времени вы начинаете вкладывать в ЛР, тем больше свободы начинает приобретать ваша жизнь, тем больше уверенности вы начинаете получать, чем больше вы совершаете действий в нашем бизнесе, тем наибольший вклад вы совершаете в свое будущее, в будущее своих детей. И мы это осознаем, мы об этом говорим с людьми. И, конечно же, это, на мой взгляд, является основой всего нашего успеха. Но, конечно же, мы не придумали что-то новое в бизнесе ЛР. Мы учились у наших лидеров и партнеров в Германии, в Греции, во Франции, в Чехии. Мы узнали, как строите бизнес вы, как строить бизнес в других странах. Мы постоянно задавали вопросы, учились, приезжали на мероприятия и возвращались затем в Россию и очень много действовали. Конечно, я могу рассказать о каких-то деталях, но в целом самые главные принципы – это первое. Это надо не только самому, но и научить своих партнеров постоянно потреблять продукцию, каждый день пользоваться продукцией. Второе – это каждый день рассказывать нескольким людям об ЛР, познакомиться с 2-3 людьми, рассказать 2-3 людям об ЛР в течение дня. И третье – это, конечно же, посещать все обучение, посещать все вебинары своих спонсоров, своих партнеров и развиваться в этих 3 областях. Вот это то, чем мы занимаемся в течение 3,5 лет. И собираемся заниматься еще многие-многие годы, потому что я смотрю на своих друзей в Греции, смотрю на вас, я вижу, как вы счастливы в то время, как вы занимались ЛР, и вы уже прожили такую большую историю, которая нас всех восхищает, и мы тоже очень хотим следующие 10, 20, 30 и всю свою жизнь провести в такой команде, в таком окружении, вместе с такими людьми, как вы. Okay, Henrik, thank you very much for the tips. And now we would like to ask you which was your first target when you started with LR and what inspired you to reach it? What was your inspiration to reach this target? Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Но, конечно же, когда у тебя есть очень большие потребности в твоей жизни, я всегда мечтал заниматься чем-то большим, я всегда мечтал быть полезным для большого количества людей, потому что именно это доставляет удовольствие. Именно это, на мой взгляд, и делает людей счастливыми, когда они начинают разделять какие-то ценности с большим количеством людей, когда они начинают помогать большому количеству людей. Я всегда привожу пример, что если, например, ты любишь мясо, и тебе приносят разные сорта мяса, и ты можешь попробовать. И через 5-10, полчаса, через 5-10 минут или полчаса ты уже не можешь смотреть на это. Но когда тебе благодарны люди из разных городов, из разных стран, то ты можешь принять это. Это, на мой взгляд, и есть определенный смысл жизни, сделать жизнь более успешной, людей, которые находятся вокруг тебя, и это делает автоматически твою жизнь успешной. Так вот, это как основная первопричина. И поэтому, когда я увидел ЛР, мои внутренние ощущения и то, что я чувствовал в тот момент, когда мы начинали бизнес с ЛР, что это огромный шанс, и нам нужно каждый день разговаривать с людьми, каждый день обучать людей, каждый день знакомить их с ЛР. И вы знаете, за первый месяц я поговорил примерно со 100 людьми. И я считал, что это не очень много, поэтому за второй месяц я рассказал об ЛР примерно 300 людям.
И поэтому в первом месяце у меня было всего лишь 4 первые линии, а на следующий месяц у меня уже было 13 первых линий. И за год я подключил 100 первых линий. И вы знаете, в течение первых 3 месяцев я не мог уснуть, я не спал. Я ложился спать, но я все время думал об ЛР, я не мог спать. И затем я просыпался, и я чувствовал себя с хорошим уровнем энергии. Я шел делать звонки, шел рассказывать об ЛР. Я уверен, что каждый из вас, он может себя настроить на это. Ну и, конечно же, я осознавал, что с помощью компании ЛР мы можем изменить жизнь нашей семьи. И это вдохновляло меня, это то, что было у нас. И затем все это нужно было передать партнерам, все это нужно было передать людям вокруг. Поэтому очень важны были эмоции. Вот иметь эти эмоции, иметь причину эмоций, но еще и уметь передать эти эмоции людям. Я думаю, что это очень близко партнерам в Греции. Я думаю, что это близко партнерам, которые живут в любой другой стране. Но чем южнее мы живем, тем более мы эмоциональны. И поэтому используйте этот рычаг. Не нужно держать это внутри себя. Нужно вот эти вот ощущения передавать обязательно людям. Ну и самое главное, друзья, это, конечно, быть счастливым. Когда вы счастливы, вы можете свернуть любые горы. И поэтому будьте счастливы. Я всегда думал так, что я приду куда-нибудь, в какое-то место, например, где-то на работе или открою свой бизнес. Я не думал тогда было. И сначала стану богатым, сначала стану успешным, и только потом стану счастливым. Но оказывается, все наоборот. Сначала ты должен стать счастливым, и только счастливый человек, он может стать богатым и может стать успешным. Осознание этого заставило меня в какой-то период времени просыпаться и давать себе установку. Ты будешь счастлив, потому что тебе Бог подарил этот день, и это большой праздник в твоей жизни, и сделай все, что ты хочешь для людей вокруг себя, отблагодари их за это, отблагодари Бога за это, и получай огромное удовольствие от того, что тебе этот день подарили. Поэтому я любые трудности всегда воспринимал и воспринимаю очень легко. Ну, конечно же, с ЛР ты еще и понимаешь, что эти трудности, они будут много раз делать тебя сильнее, делать сильнее твоих партнеров. И это как благодатная почва, куда вы сеете семена, и затем вы видите, как всходят ваши ростки. Поэтому здесь трудности окупаются многократно. Great. So, according to you, according to your experience, success is a matter of sponsoring and truly love what you have in your hands. So today you are one of the LR presidents. Tell us a few things about your organization. We know that you have numerous leaders and LR cars. In which countries is the team now? Окей. Во-первых, за эти 3,5 года мы создали примерно 250 первых линий. И, конечно, большая часть людей – это люди, которые несерьезно отнеслись к ЛР. Некоторые из них потребляют продукты, некоторые из них зарабатывают дополнительно. И есть примерно человек 50-60 на сегодняшний день. Это те люди, которые продолжают заниматься ЛР так или иначе. Кто-то дополнительно зарабатывает, а кто-то строит группы. И я думаю, что это очень большая часть любого успеха. Измеряйте свой успех даже не только своей квалификацией, но количеством бонусных линий. И для нас нормально иметь 30-40 бонусных линий каждый месяц. Это та рекомендация, которую я хотел бы вам дать. Будьте сосредоточены на построении первой линии. Это главная цифра в нашем бизнесе. У нас также есть порядка 16-21% групп, в некоторые месяцы 14, в некоторые месяцы 12, но из этих 16-21% групп
У нас уже есть золотые лидеры организации, серебряные лидеры организации. И наш оборот на сегодняшний день примерно от 2 до 3 миллионов баллов. В разные месяцы, конечно же, по-разному. Но в целом, когда мы берем за год, это порядка 30-35 миллионов баллов за прошлый год. Это то, что мы смогли сделать на третий полный год развития бизнеса с LR. У нас есть порядка 50 лидеров организаций. Это те люди, которые постоянно держат эту квалификацию. Это бронзовые лидеры организации, серебряные лидеры организации. Есть еще около 50-70 лидеров групп. В основном это партнеры, которые развивают бизнес в России, это партнеры, которые развивают бизнес в Украине, партнеры, которые развивают бизнес в Казахстане. И, конечно же, у нас есть небольшие группы в Европе, потому что люди общаются друг с другом, они переезжают жить в разные города. И мы осознаем, что через 10, через 20 лет у нас будет очень большой международный бизнес. Но все начинается с ваших первых линий. Когда вы развиваете широкую первую линию, то у вас будет и оборот, у вас будут и партнеры, у вас будут и страны. Поэтому ежедневно рассказывайте людям об LR. Это самая главная часть вашего успеха. Если говорить об автомобилях, то, конечно, все лидеры организации, их больше 50, это люди, у которых есть автомобили от LR. И в России очень много автомобилей Volkswagen Polo. В России уже около 1000 автомобилей Volkswagen Polo. Я думаю, что где-то около 500 автомобилей в России, в Казахстане, в Украине. Это автомобили Volkswagen Polo, которые используют партнеры в нашей организации. И, конечно, это тоже очень эффективно работает на наш бизнес. Я вам хочу сказать, что, конечно, вы знаете, что и в России, в Казахстане, и в Украине сейчас есть кризис. Это и финансовый кризис, и есть политические проблемы. Но мы всегда вспоминаем об опыте Греции. Нам всегда рассказывают о том, что партнеры Греции преодолевали кризис, и это делает нас сильнее, помогает нам тоже решить большое количество проблем. И поэтому мы выросли даже в прошлом году, несмотря на кризис. Вы удивитесь, но больше всех выросли у нас партнеры в Украине. Затем у нас выросли партнеры в Казахстане, и только потом у нас выросли партнеры в России. И это удивительно, потому что в Украине самые большие сложности, но при этом наш бизнес растет. И если у вас есть личные трудности, если есть трудности вокруг вас, в нашей стране, то мне кажется, что это еще больший шанс для того, чтобы мы помогли большому количеству людей. Но возвращаясь к ответу на вопрос, первой линии, это самое главное, что даст вам успех во всех остальных цифрах. Обязательно помните об этом. Great. Thank you very much. Okay. Thank you very much for this. So very interesting this about crisis, and now I realize that for some people, crisis is a very strong excuse why not to be with LR, but for some people, crisis is the very strong excuse why to be with LR. And believe me, the same is here in Greece, because we feel it, and we see people and our partners that they also meet people that they don't want to be in the business because of crisis, and other people that they have very big success because of the crisis. Okay, let's now go on in our next question, and we would like to ask you if you can give us some qualities, let's say, of a successful partner. What do you think, in your opinion? Do we have any qualities for a successful partner? В первую очередь, конечно же, основа успеха – это огромное желание. Если у человека есть желание,
то несмотря на трудности, несмотря на кризис, несмотря на то, что у него что-то не получается, этот человек всегда достигнет успеха. Я сравниваю наш бизнес с марафоном. В прошлом году я в первый раз в жизни пробежал марафон, и это то явление, которое появилось в Греции, и я хотел испытать, что такое марафон в жизни, в спорте. Я вам могу сказать, что сама подготовка к марафону, она занимала огромное время. Человек не может просто взять и побежать марафон. Он не добежит, многие просто умрут, они не смогут преодолеть эти 42 километра. И я готовился около года для того, чтобы пробежать марафон. Я учился, мне нужно было сбросить вес, поменять питание. Мне, конечно, нужно было каждый день тренироваться для того, чтобы себя подготовить к этому испытанию. И только затем наступил день, когда ты пробежал марафон, и ты сказал, что ты это можешь, ты достиг цели. В бизнесе то же самое. Сначала происходит большой процесс подготовки. Мы очень много учимся, мы очень много действуем, но мы не видим результата. Мы не видим, что мы достигли цели. И многие люди сходят с дистанции. Многие люди недисциплинированы, многие люди неответственны, многие люди не думают о будущем, многие люди просто расфокусируются и предают своей цели. И поэтому они даже не доходят до стадиона, где начинается по-настоящему серьезное соревнование. Поэтому самое главное качество, которое должно быть после желания, на мой взгляд, это, конечно же, умение терпеть. Это умение дождаться. Это умение действовать даже тогда, когда хочется спать, даже когда ты устал, даже когда у тебя что-то не получается. Это очень важно продолжать действовать в даже самых сложных ситуациях. И поэтому те качества, которые я ищу в людях, это качество людей, которые готовы не только желать что-то получить, но и готовы рассматривать процесс как марафон, как что-то длинное, как период, в течение которого тебе нужно готовиться, но не получать результаты. А дальше уже кроме терпения появляется такой момент, как планирование, дисциплина, появляются уже навыки, с помощью которых ты начинаешь выстраивать бизнес. Желание – это первое. Второе – это умение терпеть и дождаться от того, когда к тебе придет успех. А дальше все остальное – это уже такие навыки, как дисциплина, как планирование. Но я хотел бы вернуться опять к тому, о чем я говорил раньше. Это желание не только успеха для себя, это также желание и успеха для других людей. И это отличает нас от того, о чем я говорил раньше. Это не индивидуальный вид спорта, это командный вид спорта. Поэтому здесь не только вы должны стать марафонцем, не только вы должны преуспеть, но также и те люди, с которыми вы развиваете бизнес, они тоже должны преуспеть. Поэтому вы тут несете двойную ответственность. И здорово, когда ты осознаешь, твой успех зависит от успеха других людей, и начинаешь вкладываться именно в это. So, Genrich, from what I understand, what you told us, there is no specific qualities for a successful partner, like must be 30 years old, must finish university or things like this. Most of it is about the will that the partner, how much he or she wants to do things or wants to be part of a successful LR business. So let's now go to another chapter of the business, which is regarding the sponsor. And we would like to ask you how important has been your cooperation with your sponsor or leader, okay? And what is today your relationship with your sponsor?
Окей. Основная задача каждого человека, который стремится к успеху, конечно, понять то, каким образом это нужно делать. И когда я пришел в ЛР, у меня не было желания придумывать самому какой-то способ того, как мы можем преуспеть. Поэтому, конечно же, я учился этому у тех людей, которые уже делали этот бизнес в других странах и имели большой опыт, потому что в России никто из нас не имел опыта развития бизнеса с ЛР. Тот человек, с которым мы начали работать, у которого мы начали учиться. Сначала я сидел и слушал его со сцены, он выступал на сцене, я сидел в зале. Затем была возможность первый раз личной встречи, а сейчас это тот человек, с которым я работаю каждую неделю. Это наш президент Хольгер Кунат. И, конечно же, наш успех, мой успех во многом благодаря опыту этого человека. Мы используем те знания, которые он нам передал, и мы их немного адаптировали в России, конечно же. Это то же самое, что происходит в Греции. Система в Греции, она отличается от того, что есть в Германии. Но тут самое главное найти человека, который уже это умеет делать. И я хочу опять это сравнить с марафоном. У меня был тренер, и у меня есть тренер в спорте, который мне показывает, что мне делать каждый день и как мне действовать каждый день. И моя задача сделать то, что сказал тренер, и дать отчет своему тренеру. Я продолжаю готовиться к другим соревнованиям, и сегодня утром у нас в России за окном минус 21 градус. Минус 21 градус. Очень холодно, очень трудно дышать, но я все равно пошел с утра и пробежал 5 километров, потому что была задача от тренера. Вот точно так же я вам рекомендую воспринимать бизнес с ЛР. Вам нужно найти человека, который в этом бизнесе уже преуспевает. А у каждого из вас есть спонсор, который это уже сделал. У каждого. Если ваш личный спонсор не активно развивает бизнес, то стремитесь работать со спонсором выше. Станьте для него интересным. Придите и скажите: я хочу стать 21% линией младшим лидером группы. Я хочу стать лидером организации, я хочу стать президентом. И спросите, что мне делать сегодня, что мне делать в течение недели, что мне делать в течение месяца. И попросите, чтобы этот человек принимал у вас отчет, чтобы вы отчитывались этому человеку о том, что вы делаете, чтобы он вам помогал понять также, вот это правильно, а вот это неправильно. Мы также в России создали систему обучения, которая для нас является вторым спонсором. И я думаю, что у вас происходит то же самое. У нас есть четкая система действий, ничего не нужно придумывать. Нужно взять эти инструкции и делать звонки по этим инструкциям. Нужно знакомить с продуктом по этим инструкциям. Нужно знакомить с бизнесом по этим инструкциям. И это облегчает работу спонсора, потому что она не сводится к тому, чтобы каждому человеку рассказывать, что делать. Она сводится к тому, чтобы помочь найти место, где лежат все эти инструменты, где лежат видео, где лежат обучающие материалы, и дальше контролировать, помочь этому человеку научиться правильно использовать. Поэтому, конечно же, если вы хотите взойти на гору, вам нужно найти человека, который уже стоит на вершине этой горы, и он может протянуть вам руку и поднять вас на эту гору. Это самый кратчайший путь. И в то же время мы видим людей, которые пытаются строить бизнес самостоятельно. И у этих людей нет успеха. Бизнес – это команда. И вам нужен наставник, вам нужен тренер, который поможет вас и вашу команду привести к успеху гораздо быстрее. Не придумывайте велосипед, вам не нужно придумывать какие-то новые механизмы, используйте то, что уже работает. Это самый эффективный способ достижения цели. You told us that you have 250 first lines, and you definitely have heard of no. A lot of partners are afraid of taking a no answer. So what do you have to say to these people?
About first lines, yeah? About rejection, about No answer. About the no answer. Я думаю, что любая часть жизни – это статистика, и этого не нужно бояться. Когда вы открываете какой-то магазин в своем городе, вы что-то продаете, вы не рассчитываете, что все люди, которые ходят по городу, они пройдут по вашей улице. Вы также знаете, что будут люди, которые пройдут по вашей улице, но никогда не зайдут в ваш магазин. Будут люди, которые зайдут в магазин, но ничего не купят. Будут люди, которые купят, но купят всего лишь один раз. Будут люди, которые затем придут и вернут продукты. А будут люди, с которыми вы сможете открыть новый магазин. И этих людей будет немного. Это абсолютно нормально. Это статистика, и это есть в каждой части нашей жизни. Не воспринимайте начало бизнеса с каким-то новым партнером как уже гарантированный факт того, что этот человек будет преуспевать. Поймите, что к вам пришел ученик, он пришел попробовать продукты, он пришел для того, чтобы чему-то научиться, и нужно посмотреть, готов ли он преодолевать трудности, готов ли он работать много. Нужно говорить с ним об этом, и нужно дать все те возможности, которые есть у вас, все знания, все инструменты. Нужно показать, как делать этот бизнес. И статистика сама уже покажет, этот человек хочет или этот человек не хочет. Если бы старт в ЛР был в $1 миллион, то к нам бы приходило бы очень мало людей. Может быть, за всю вашу карьеру к вам пришло бы всего лишь несколько человек. Но так как они бы все проинвестировали большие деньги, они бы держались за этот бизнес, и они бы его построили, довели до конца. К нам же приходят люди, которые эмоционально принимают решение: я сейчас стартую в бизнесе, но завтра они просыпаются, и они говорят: оказывается, быть успешным – это так сложно, я пойду быть здоровым. А завтра они говорят: здоровым быть так сложно, я пойду быть красивым. И вы в конечном итоге понимаете, что эти люди по-настоящему ничего не хотят. Поэтому шанс всегда приходится давать большому количеству людей. Посмотрите, например, возьмите футбол. 100 тысяч мальчиков по всему миру каждый год начинают заниматься футболом. Но когда им становится 16 лет, остается всего лишь пару тысяч человек, которые начинают заниматься футболом профессионально в разных клубах, в разных странах. И это тоже статистика. Это есть везде, этого не нужно бояться. И это часть нашей работы. Great. So, we have a question that is maybe a question of a lot of people. We see you in social media, we see you traveling, we see you make seminars, and our question is, what really keeps you motivated today that you already succeed a very high level target, and how you feel about this? And also, we saw some pictures from you in the LR committee, and we would like also to give us your feelings about this. It's a great honor to be part of this committee, and we would like just to comment on this a little bit. Если мы говорим о мотивации, то для меня мотивация – это процесс, а не сам факт достижения целей. Если вы приходите в бизнес, в спорт, если вы начинаете строить семью, то не нужно думать, что нужно родить одного ребенка, затем нужно родить второго ребенка, и все, мы достигаем определенную цель. Или мы хотим заработать столько денег, или получить вот этот автомобиль. Поверьте мне, вы никогда не сможете достичь успеха. Самое главное – это быть счастливым каждый день. И для меня это мотивация. Каждый день быть счастливым. ЛР делает меня счастливым. Это и есть моя мотивация. Тот стиль жизни, который я имел, когда я был простым партнером или младшим менеджером,
или лидером организации. Я любил каждый день, который я проводил в ЛР. Это очень важно. Можно найти много вещей. Например, это люди, или это возможность общаться, это иметь шанс в будущее, это показывать пример своим детям. Есть многие вещи, которые вы можете ценить, даже когда вы не зарабатываете деньги. Поэтому я сейчас еще, может быть, более мотивирован, потому что я вижу, как те люди, с которыми мы начинали, сейчас начинают достигать успеха. И, конечно же, я понимаю, что мы можем доставить вот этот шанс и доставить ЛР в жизнь большого количества людей. И мне это доставляет удовольствие. Это для меня самая большая мотивация. Ни деньги, ни автомобили, ни дома, ничего, конечно же, не является для меня самой основной движущей силой. Но это очень хорошо, потому что это является классным бонусом. Поэтому я за процесс, и я всегда обучаю тоже своих партнеров ценить процесс, а не только конечный результат. Если говорить об участии в лидерском комитете, то, на мой взгляд, это потрясающий опыт, когда представители 5 самых успешных рынков – Чехия, Германия, Франция, Греция, Россия – на этот совет прислали по одному своему представителю, и мы имеем возможность обмениваться опытом, помогать компании понять лучше партнеров, понять лучше дистрибьюторов, понять, что делать компании для того, чтобы наш бизнес стал еще более эффективным. И это очень конструктивный процесс. Я с большим удовольствием приезжаю на эти заседания, и я знаю, что в этом году на 30-летии компании в мае в Берлине вы впервые, может быть, увидите труд тех людей, которые работают в Всемирном комитете лидеров. И кроме того, что мы помогаем компании решить какие-то вопросы, мы постоянно обмениваемся идеями. Мы рассказываем, как мы обучаем, как мы продаем, как мы приглашаем новых партнеров в бизнес. Нас очень многому учат партнеры из Франции, очень многому учат партнеры из Германии, из Греции, из Чехии. И мы это все впитываем и затем применяем в нашем бизнесе. Я знаю, что и в Греции происходит то же самое. Вы берете все то лучшее через ваших президентов, которые представляют Грецию во Всемирном совете лидеров, и они, естественно, тоже помогают вам делать бизнес еще более эффективным. Я не думаю, что это нужно ставить как цель войти во Всемирный лидерский комитет. Но мне очень приятно сейчас быть послом от России в этом Всемирном лидерском комитете. И вполне возможно пройдет несколько лет, и уже вы или кто-то из вас будет представлять вашу страну в этой организации, и вы будете нести эту ответственность и получать, конечно же, тоже очень большое удовольствие от понимания того, как компания по-настоящему ценит и любит тех людей, с которыми она работает. Some people think that career and family cannot be combined. You are a successful professional and you also have a happy family. What do you say? What do you think? Can it be combined and have balance? Во-первых, результаты говорят о том, что как раз семейные пары и семьи, они гораздо лучше помогают преуспеть в бизнесе. Посмотрите на топ-10 компании ЛР или топ-100, и вы увидите, что это в основном люди, которые строят бизнес вместе со своей второй половиной. И как мне кажется, наш бизнес и бизнес компании ЛР лучше всего подходит для того, чтобы объединить семью. Потому что вы можете найти для себя роль человека в этом бизнесе, который помогает другому человеку. Например, моя супруга помогает работать с клиентами, она помогает работать мне в организации многих вопросов, и без нее я бы не смог этот бизнес делать так хорошо. Я бы не смог доносить до людей те вещи, в которых она разбирается, и мы дополняем друг друга. Я думаю, что это наоборот одно дело
которая исключает большое количество трудностей, доставка продукции или производство продукции, или финансирование, или банки. Мы не занимаемся, естественно, этим. Мы занимаемся только тем, что помогаем людям, обучаем людей, рассказываем людям об ЛР. И это только позитивные моменты, несмотря на трудности. Поэтому как раз наш бизнес – это бизнес, который способствует тому, чтобы семья становилась крепче. Есть еще один момент, я тоже о нем говорил. Сначала ты должен быть счастливым, затем ты успешным. И, конечно, счастье нам дают дети, настрой детей, счастье нам дает вторая половина, семья. Счастье дает то, что ты в своем бизнесе можешь уделять им время, можешь предоставить возможности в будущем им более эффективно. И само понимание того, что ты строишь сегодня то, что ты завтра передашь по наследству. У меня есть очень много друзей, которые открывают много бизнесов, но когда я их спрашиваю, ты рассчитываешь передать этот бизнес по наследству? Даже если они говорят, да, проходит несколько лет, и они начинают новый бизнес. С ЛР это невозможно. Каждый день, который вы работаете сегодня, будет завтра кормить ваших детей. И вот это тоже ощущение, оно помогает строить бизнес. Поэтому это очень удобно. Ты сам выбираешь, когда тебе делать бизнес, сам выбираешь, когда тебе нужно помочь семье. И это жизнь, которую ты выстраиваешь. Вы вместе делаете все. Поэтому я желаю каждому из вас делать этот бизнес вместе со своей семьей, делать этот бизнес вместе со своими друзьями. Это потрясающая возможность, которую дарит нам наша компания. We have exactly the same opinion. We also think that this is a blessing, that only with LR we can share moments of creativity within the family and the business. So yes, this was very, very, very clever because the business gives the answer to this question as you told us, and to be honest, I never think of this. I never think to see the list with the top 10 presidents or top 20 leaders of the company and how many of them are couples. Very interesting. Okay, we finish our first interview with you. Thank you very much for your time. This is so special day for you and your family. And we send our best regards and wishes to you and Marina and the children. And let's hope that with this interview, the next presidents will find all the answers they are looking for. The future presidents. It's great pleasure. Yeah, it's good. Thank you very much. Thank you. So, Genrich, Thank you. спасибо за ваше время. Увидимся в Берлине. See you in Berlin. Bye bye. All the best. I love you. I love you. And, We love you too. We love you too. Yes. It's my dream. Organize a big tournée with you in Greece and Russia for our partners, and For sure. next step, Yes. big dinner in Berlin. Yeah. Yes. Yeah, We can make it. yes. We can make everything. Thank you very much and see you in Berlin. Bye This is- bye. Thank Thank you. you. I love you. Bye. We Goodbye. love you too. Bye. Bye.